Не верится, что из обычного творога можно сделать такую красоту. Эти маленькие печенья выглядят как настоящие розочки, но готовятся очень просто и из доступных ингредиентов. Сегодня я приготовлю их вместе с вами. Ассаляму алейкум, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сначала я беру 300 граммов творога и перекладываю его в миску. Далее добавляю 100 граммов мягкого сливочного масла. Если нет масла, можно использовать маргарин. Теперь беру толкушку для пюре и начинаю все хорошо разминать и перемешивать. Нужно, чтобы творог и масло стали более однородными. После этого добавляю 2 яичных желтка. Следом высыпаю 80 или 100 граммов сахара. Снова все хорошо перемешиваю. Сначала продолжаю работать толкушкой, а затем беру лопатку и перемешиваю массу до более однородного состояния. Теперь пришло время добавить муку. Я просеиваю 250 граммов муки через сито, чтобы тесто получилось более мягким и воздушным. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Следом добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Сначала перемешиваю все лопаткой, а когда тесто начинает собираться, продолжаю замешивать руками. Тесто должно получиться мягким и приятным на ощупь. Я кладу тесто обратно в миску, накрываю и убираю в морозильник примерно на 20 минут. Прошло время, достаем тесто. Оно немного охладилось и стало чуть более плотным, поэтому с ним будет легче работать. Теперь перекладываю тесто на стол, слегка присыпанной мукой. Делю тесто на 2 части. Немного его обминаю. Обе части раскатываем в тонкий пласт. Далее беру обычную кружку объемом 200 мл и вырезаю круги из теста. После того, как я вырезал кружочки, остатки теста я снова собираю, раскатываю и продолжаю делать печенье. Теперь начинается самое интересное. Беру 4 кружочка теста и накладываю их друг на друга, немного внахлёст. После этого аккуратно сворачиваю их в рулет. Вот такие рулетики у нас получились. Далее разрезаю их посередине. Теперь немного раскрываю лепестки руками, чтобы печенье стало еще более похоже на цветок. Также делаем с остальным тестом. Готовые розочки выкладывая на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправляем выпекаться в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 20 или 25 минут. Прежде всего ориентируйтесь по своей духовке. Наши творожные розочки готовы. Посмотрите, какие они румяные и красивые получились. Теперь сверху немного посыпаю сахарной пудрой и можно подавать к чаю. Давайте разломаем одну розочку, чтобы посмотреть, какая она мягкая и нежная внутри.
По мне, они больше напоминают булочки, чем печенье, потому что мягкие и воздушные. Друзья, надеюсь, вам понравился этот простой и красивый рецепт. Готовьте с удовольствием для себя и своих близких. Пусть в вашем доме всегда будет уют, тепло и вкусная домашняя выпечка. Спасибо, что были со мной. Мира вашему дому, здоровья вам и вашим близким. Приятного аппетита!